Всем привет! Сегодня у меня на ремонте 19 год Chevrolet Bolt. Проблема с машиной та, что машина не ставится на парковку, на паркинг. Остается в нейтральном положении. Когда хочешь включить, происходит какой-то щелчок. Сейчас я покажу. Началось все с того, что, со слов клиента, машина была с аукциона, они все сделали, собрали ее, даже какое-то время поездили, но садилась батарея 12-вольтовая. Они попробовали ее обслужить, и после этого, когда он поехал, она то ли закипела, то ли замкнула. Он остановился, батарею отключил, поставил другую батарею. Подвезли ему батарею другую. Он установил. После этого машина стала так себя вести. Не ставится на паркинг. Приходится батарею постоянно отключать, потому что идет разряд. — 2700 миль. Сейчас подключу сканер. Посмотрим. Что по ошибкам. Ну и щелчок не сильно мне нравится, как будто что-то проскакивает. Тоже посмотрим. Сейчас подключаю сканер. Пишет сервис transmission. Сейчас отсканирую всю машину сначала. Посмотрим, что там повыскакивает. Ошибок не так много. Смотрим. Невозможно включить парковку. Так, проблема. Не понимает, в каком положении находится трансмиссия. Lost communication, возможно, это то, что батарея отсоединялась. Да, это из-за того, что калибровка окна. Пока нам не нужно. Значит, основная проблема вот эти две ошибки. Машина едет, становится в рейде. Проблема, что не становится. Вот драйв. Машина едет. Проблема, не становится на паркинг. Сейчас буду ставить на паркинг. Открою окно или дверку, чтобы лучше было слышно. Ставлю на паркинг. Вот такой щелчок. Стоит в нейтралке. Ну и, соответственно, полностью машина не глушится. Потому что нужно поставить на парковку сначала. Посмотрел я по ошибкам описания. Значит, первым делом нужно сделать калибровку. Калибровку датчика положения трансмиссии. Вот наша калибровка.
Нажал на тормоз, было написано, что надо нажать на тормоз. Держу. Пытается. Вот опять был щелчок. То драйв стоит, то паркинг, перекидывает туда-сюда. Нажимаем продолжить. Щелчки мне не нравятся, значит придется, скорее всего, что разбирать. Там не очень сильно удобно. Процедура окончена. Ставим на паркинг. Да, проблема. Так и остается, ничего не помогло. На драйв ставится, задняя ставится. Вот такой щелчок. Сейчас еще раз назад ставлю на паркинг. Щелчок и на нейтралку скидывает. Вот как смотрится машина снизу. Первый раз вижу, чтобы кто-то поставил защиту. Обычно никто никогда здесь не ставит защиты. Видно, что она самодельная. Тут приварили, чтобы она вставлялась. Фаркоп установлен. Тоже видно, что это не заводское. Снял подкрылок, но особого доступа нету. Ничего отсюда мы не сможем сделать. Такое ржавое, то ли последствия потекшего аккумулятора, не знаю. В общем, сейчас опускаю и буду сверху разбирать. Сейчас надо слить кулант. Тут, смотрю, интересно отремонтирован бачок. Вот так вклеили с патрубком. И тут крышки интересные стоят. Кто не знает, она не откручивается. Надо крутить тут нижнюю часть. В эту сторону закручивается, в эту нет. Сейчас откручу, покажу. Вот крышка. И вот здесь отверткой вот эту часть надо крутить. Потому что крышка просто вот, когда хочешь открутить, она просто в холостую крутится. Вот так щелкает и все. Отвертка раз поддел, крутнул, и потом уже идет. Снял защиту эту для более лучшего доступа, но она ничего не дала. В общем, проблему я обнаружил. Сейчас возьму монтировку, чтобы показать, то так будет тяжело. Вот он наш моторчик, который переключает, ставит на паркинг. Вот рычаг, вон на нем там наклеечка. Вот там. Вот где бирочка такая, штрих-код. Этот рычаг подсоединяется вот здесь. Сейчас, наверное, этот разъем сниму, чтобы лучше было видно. Вот снизу этот рычаг подсоединяется. И вот он болтается. Вот это происходит щелчок. Отсюда мы его не оденем. Ну и надо понять, то ли он там отломался, то ли просто слетел. Вот нашел картинку.
Вот это место, оно болтается, то есть оно слетело просто. Пробовал туда, она не защелкивается. Придется снять, посмотреть. Или отломалась. Ну, видно будет, в общем, разбирая. В общем, принял решение разобрать снизу. Открутил компрессор, ничего не разряжая. Подключал 2 болта. Вот здесь помпу открутил. Тоже так отодвинул. 2 шланга. Чуть слил кулант. И вот есть доступ. Вот где проблема. Посмотрел я уже, там все цело, просто слетело. Слетел сам шток этот. В общем, сейчас одену, проверим. А через верх было бы очень много работы, раз. Во-вторых, написано, что если снимаешь сам моторчик, там надо его перевести в режим снятия, а потом, когда ставишь тот же самый, нужно опять его поставить так, как он должен быть, с помощью сканера. Поэтому сейчас, я думаю, мы накинем, сделаем калибровку. По идее, должно быть все нормально. Ну и заодно будем смотреть, чтобы не слетело. Попробуем несколько раз туда-сюда. Доступ, в принципе, здесь есть. Все, защелкнул. Защелкнулось, держится нормально. Сейчас буду опускать, накину шланги, потому что как включим, все потечет. И будем смотреть. Накинул шланги, подключал, чтобы лишних ошибок не было по компрессору. Там все разъемы одел. Все, в принципе, опускаю. Сейчас будем смотреть. Будет нормально переключаться или есть проблема. Площадку под аккумулятор тоже не поставил. Пока так все накину для проверки. Потом скажем, там надо ее чистить, потому что на нее налилась кислота, смешалась с грязью. Я еле болты выкрутил. Так, ну сразу изменения. Тут уже не мигает ничего. Машина ready. Сейчас сделаю калибровку первым делом. Потому что мы ее делали без рычага. Пошел процесс. Возможно, слетела. Сейчас дернулась очень сильно. А может, встала на свое место. Вот сейчас слышно, как переключается. Продолжаем. Щелчки такие. Встала на паркинг. Напишите в комментариях, что вы думаете, почему произошла эта проблема. То ли когда закипела... Мое мнение такое, что когда замкнула батарея или закипела, машина хотела встать автоматически на паркинг. Но так как машина была в движении, это не произошло. Поэтому и оторвалась эта тяга.
слетело. Может что-то еще, но думаю, скорее всего, что так было. Так, все. Пробуем. Все, стало на парке. Сейчас все соберу. Сейчас еще раз. Сейчас все соберу, потом выйду, проедусь на ней. Да. Теперь глушится нормально. Все как должно быть. Снизу все собрано. Сейчас поставлю колесо. Опускаем. Защита мощная. Ставлю площадку под аккумулятор. Здесь прикручивается компьютер тоже. Суперский просто. На саморезах вот таких. Все полностью собрано. Сейчас еду на тест-драйв. Колеса пробуксовывают. Немножко, конечно, шумновато все, как в трамвае или в троллейбусе. Сейчас, наверное, поставлю на зарядку, чтобы клиент до дома доехал, то 14 миль остается. Пробуем стоять на паркинг. Все, сразу она и на паркинг стоит, и на стояночный тормоз тоже. Заправлять. Я себе давно уже установил зарядное. Сейчас будем заряжать. Где-то прошел час. Отключаем зарядку. У меня зарядка быстрая. На две фазы 220 вольт. Так как здесь везде 110, то это 220. Сейчас посмотрим, сколько заправилось. 50 миль уже можно проехать. Вот, в принципе, и все. Такой был ремонт. Всем пока.